Дорогие друзья, раскрыт огромнейший коррупционный скандал, в котором замешаны приближенные и друзья Зеленского. В этом скандале замешан даже бывший депутат Луганской области. Посмотрите, что пишут газеты об этом. Организованной коррупционной группе, которая была раскрыта 2 августа, по данным НАБУ, относились украинский депутат парламента, бывший губернатор Луганской области, действующие руководители районной и городской военной администрации, командир подразделения Национальной гвардии и директор компании, поставляющей дроны. Украинские СМИ идентифицируют депутата как Алексея Кузнецова, члена партии Зеленского «Слуга народа». Среди других высокопоставленных чиновников были Сергей Гайдай, бывший губернатор Луганской области, и Андрей Ющенков, глава района Рубежная в Луганской области, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Зеленский все. Названа дата его ухода. Окружение Зеленского уничтожает компромат, изобличающий коррупцию и растраты западной помощи. Деньги шли не на фронт. Зеленский больше не нужен. Его смоют. 31 июля в ООН Россия запросит обсуждение. Где западные деньги? Ответ за мобилизацию. Украинцы сливают координаты военкоматов. В стране концлагерь этнических венгров мобилизуют насильно. Офис президента стирает следы. Европа молчит, но гнев растет. Доверие к Зеленскому обрушилось. Зеленского выкинут с Украины к началу сентября вместе с Ермаком. За этим стоит администрация Трампа, те, кто хочет мира с Россией без Зеленского. Финальная сцена в сентябре. Путин, Си Цзиньпин, Трамп и все без Зеленского. По мере приближения сентября ситуация на Украине становится все более напряженной. Западные партнеры разочарованы, внутри страны нарастает недовольство. Возможно, скоро мы увидим кардинальные изменения в политическом ландшафте. Ближайшего окружения Зеленского. Речь идет о миллиардных убытках. Сейчас действительно все скрывается наружу. И карточный домик Зеленского с каждым днем падает, падает, падает. Время от времени смотрю государственные немецкие каналы. Вы нигде не услышите о всем, что творится в Украине в настоящее время. Политики и не будут говорить, потому что это плевок в украинский народ. То, что они пригрели змею корруптного президента и буквально недавно встречали его еще как бога. Давайте рассмотрим эту последнюю сенсационную информацию. Немецкая полиция провела обыск в доме бывшего главы администрации Зеленского. Что вы думаете, этот обыск был проведен по запросу НАБУ? Вот так НАБУ раскрыла всю грязь администрации Зеленского вместе с ним взятым. Немецкая полиция провела обыск в доме бывшего заместителя главы администрации Зеленского. Обыск был проведен по запросу НАБУ, антикоррупционного бюро Украины. Провели обыск в баварском доме Ростислава Шурмы, бывшего зама главы администрации Зеленского. Это подтвердили украинские и немецкие власти. По данным Der Spiegel, обыск был проведен еще 15 июля по запросу НАБУ. Шурма был назначен главой офиса президента Украины в 2021 году и отвечал за вопросы, связанные с экономикой Украины. Отвечал талантливо, с пользой для дела, своего дела. Так, его брат получил выгоду от субсидий, выделенных правительством операторам солнечных электростанций на территориях, оккупированных российскими войсками. Шурма занимал эту должность до сентября прошлого года, когда о его увольнении было объявлено в преддверии крупной перестановки в кабинете Зеленского, главная цель которого, надо полагать, или одна из главных целей, была спрятать концы в воду. Вскоре после того, как он ушел или его ушли, он переехал в баварский город Штарнберг на заслуженный отдых, вместо того, чтобы стать объектом расследования и чтобы оказаться за решеткой. Сообщения о запросах НАБУ на обыск дома Шурмы вызвали гнев украинского президента, сообщает Политика, который, президент
Украины выступил против международного масштаба расследований. Сам факт, что НАБУ подал запрос в немецкую полицию с просьбой провести обыск в доме шаурмы, вызвало гнев украинского президента, который выступал против международного сотрудничества в расследовании дела. То есть в Украине его шаурму не хотели его дело расследовать, дали ему уехать на заслуженный отдых, ну и за рубежом нельзя его расследовать. То есть это не больше, не меньше, как со стороны Зеленского, как фактически действие, направленное на воспрепятствование расследованию уголовного дела о крупномасштабном разворовывании государственных средств его ближайшим окружением. Всех тех, которым нужны были еще доказательства, что Украина не народ, Украина является худшей страной в Европе, сейчас выявляются новые и новые доказательства, которые отрицать уже невозможно. Позавчера был показан настоящий голливудский блокбастер, потому что позавчера вскрылся самый антикоррупционный скандал Зеленского и его приближенных. Было получено самое большое доказательство, почему Зеленский отстранил антикоррупционную программу. Такую демократию и свободу Европа защищала. Итак, что пишет одна из газет? Украинские антикоррупционные органы раскрыли огромный коррупционный скандал. В этот скандал замешаны, я уже говорила немножко, депутаты, чиновники и военные. Что же сообщило агентство о этой огромной коррупции, которую раскрыли на днях? Антикоррупционные органы вели расследование по самому большому коррупционному скандалу и находились буквально в пару шагов от раскрытия преступной группировки. Зная все это, Зеленский нажал на аварийный тормоз и, чтобы замять все это, выпустил закон, запрещающий антикоррупционные органы. В результате это расследование приостановили, и преступников невозможно было арестовать, в котором замешан сам Зеленский и все его приближенные. Народ вышел на улицу, западные критики подвергли его огромной критике. Даже Евросоюз приостановил финансовую помощь. Давление на него такое было сильное, что ему пришлось восстановить антикоррупционные органы. Но, как я говорила, слишком поздно. И, конечно, антикоррупционные органы продолжили раскрывать этот огромный коррупционный скандал и арестовали друзей Зеленского. Теперь конкретнее, что же эти ребятки сделали? Вот куда шли все денежки. Они присваивали государственные средства, которые должны были идти на армию, на свой собственный народ. Это было в 24-25 году. Сейчас вы посмотрите, что говорит газета. А своему народу и всему миру объявили, что они не могут платить своих солдат, и объявили Украину банкротом. Национальное антикоррупционное бюро Украины НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП раскрыли систему взяточничества, в которую были вовлечены члены парламента, действующие и бывшие региональные чиновники, а также Национальная гвардия. По данным НАБУ, причастные к заговору чиновники похищали средства, предназначенные для закупки дронов и оборудования для ведения радиоэлектронной борьбы. Сообщение появилось вскоре после того, как президент Зеленский 31 июля подписал закон, принятый парламентом, который восстанавливает независимость двух ведомств, являющихся ключевыми элементами антикоррупционной системы страны после того, как несколькими днями ранее они утратили свою независимость. Роспуск НАБУ и САПа вызвал массовые протесты и международную негативную реакцию. Что расследование показало, члены группы систематически присваивали государственные средства, выделенные армии в 24 и 25 годах.
Преступники также приобретали и распределяли незаконные выгоды в особо крупном размере. Одна из махинаций, раскрытых в ходе расследования, касалась намеренного завышения стоимости государственного контракта на закупку систем для ведения радиоэлектронной борьбы. Чиновники получили взятку и теперь, внимание, в размере 30% от суммы контракта в обмен на повышение цены. Члены группы применяли аналогичные схемы с государственным заказом на FPV-дроны, сообщили антикоррупционные органы. Итак, мы видим, что эта банда размещала заказы на военную продукцию на каких-то предприятиях, военных предприятиях, те же самые дроны, а потом накручивала 30% искусственно для своей собственной выгоды, навариваясь на производство оружия. И эти деньги возвращались им от этих же самых предприятий. Все эти средства оплачиваются деньги, которые Украина получает от Запада, от простого трудового народа. И чтобы западный народ глотал все это, выставляется под видом, что Украина борется за Европу, не только за Украину. Следующим будем мы. Причем основные деньги получили именно из Германии. Если так вот честно сказать, то война между Россией и Украиной для украинской элиты – это кайф. Короче говоря, они должны благодарить Путина за то, что он озолотил их. 30% денег, которые отправляются из Европы в Украину, присваиваются приближенными Зеленским и приближенными Зеленского и других сомнительных личностей. Буквально недавно Зеленский еще жалуется, что ему не хватает денег на военное снаряжение, на своих солдат. Делали деньги на всем, даже на гуманитарке. Мне писали очень много моих подписчиков или люди, которые случайно, украинцы, которые зашли на мой канал, рассказывая, они никогда не видели никакую помощь. Теперь я хочу предоставить классное короткое видео, где показано, европейские политики ни слова не говорят обо всем этом. Буквально недавно на каждом ток-шоу, на каждом выступлении они говорили о украинском народе, как им тяжело живется, как цивилистов убивают, как детей убивают. А теперь ни слова об этом. Хотя они прекрасно знают, что украинский народ больше не может молчать. И о жестокости, которая происходит в Украине. Посмотрите это видео. Кошмар приобретает новое лицо, и это лицо носит украинский флаг. Стадионы превращаются в тюрьмы, сыновей вытаскивают из-за улиц, матери падают под полицейскими щитами, плача по своим детям. Это не иностранная оккупация, это государственная жестокость. А Запад? Тихий. Ни слова о ЕС. Ни одной строчки в Билд, ни одного заголовка в газете. Те же самые институты, которые в других местах громко защищают права человека, теперь отворачиваются, будто этих матерей и сыновей вовсе не существует. Почему? Потому что правда ядовита. Она разбивает фарфоровую маску, которую они создали для своего золотого мальчика, Зеленского. Но этот образ рушится, и вместе с ним весь их нарратив. Против кого мы на самом деле воюем? Это Россия или режим, который теперь охотится на собственных граждан, как на врагов? Следует ледяное молчание, ведь в глубине души они уже давно знают ответ. В Виннице рухнула последняя иллюзия. Около 100 мужчин были вытащены с улиц и, как скот, загнаны на стадион «Локомотив». Представьте себе этот ужас. Мальчики приходят поиграть в футбол. Но вдруг ворота за ними захлопываются. В одно мгновение они уже не дети. Они – пленники, согнанные вместе. На них кричат, их заставляют готовиться к войне. Никакого согласия, никакого выбора, только страх. Футбольные поля превращаются в клетки. Невинность становится мишенью. Какой режим способен так поступать со своей молодежью? И какая война нуждается в пленниках, чтобы пополнить свои ряды? Родственники, в первую очередь матери и жены, бросились к воротам стадиона. Но их встретили не с сочувствием, а с перцовым газом, с ОМОНом, с запертыми воротами. Мосты были перекрыты, анонимные микроавтобусы подъезжали под покровом темноты.
А когда семьи пытались этому помешать? Когда они в отчаянии бросались на асфальт, чтобы вернуть своих сыновей? Ответом была жестокость. Люди кричали «Позор!». Но от правительства не последовало никакой реакции. А с Запада? Тоже молчание. Украинский депутат Георгий Масурашу заявляет, солдат обращают как с рабами. Это не система, нацеленная на победу. Это машина паники, и она разваливается у всех на глазах. Рекрутам обещали богатство, но то, что они получают, это флаги на гробах. Обучение? Почти отсутствует. Молодых мужчин бросают на фронт с минимальной подготовкой, и команда Зеленского называет это рутиной. Вину возлагают на Россию за якобы манипулируемое настроение. Несмотря на бонус за регистрацию в размере $24 тысяч, менее 500 добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет откликнулись. Государство не зовет героев, оно высасывает из страны последние силы. Журналист Алексей Олейник точно подметил. Люди сейчас просто пытаются спрятаться от войны, но тех, кто не хочет воевать, заставляют силой. В офисе президента заместитель Зеленского уже говорит о новой модели для Украины. По израильскому образцу каждый должен служить. В то же время Зеленский заверяет западные СМИ, что злоупотребления не будут терпеться. Психические заболевания больше не считаются оправданием. А ЕС? Какое место она занимает во всем этом? Она утверждает, что выступает за демократические ценности. В Кременчуге велосипедиста сбили и задержали, пока прохожие не вмешались и не освободили его. Это уже не борьба против России. Это внутренняя война за легитимность. И история будет сурово судить президента, который объявил войну собственной стране. Фон дер Лайен единственно возмущалась, что Зеленский запретил антикоррупционные органы, но ни слова о том, как живется народу, и как его преследуют, и что там вытворяют внутри Украины. Хотя внутри страны, и это знали уже не первый год, не только потому, что сейчас все скрывается наружу, и это знали европейские политики, та же фон дер Лайен, но ни слова об этом. Говорили буквально год тому назад, это все фейки. В то же самое время Трамп блефует. Он потерял контроль. Его идея мира с Россией больше не существует. По крайней мере, на словах. Трамп хочет объяснить россиянам, что причины, к чему привела эта война, не важно. Что до 8 августа должно быть представлено мирное соглашение. Трамп получил ответ не как предложение к переговорам, а как предупреждение. От кого получил? Дмитрий Медведев предупредил Трампа. Сказал, Трамп говорит о 5 дней, о 10 дней, о 20 дней и так далее и тому подобное. И он говорит, что Россия – это не Израиль и не Иран. Он говорит, каждый новый ультиматум – это угроза не России, а самой Америки. Путин послал Трампа нахер прямым текстом, сказал: Зеля, Зеленский, твой клиент. Ты, Трамп, киваешь на Европу, что они Зеленского поддерживают. Вы ничем от Европы не отличаетесь, потому что вы поддерживаете Зеленского, и он существует на посту только поскольку вы его поддерживаете, и ты его поддерживаешь персонально. Ну хорошо, пусть Зеленский побудет, попробуйте повоевать с нами, мы останавливаться не собираемся, мы пойдем дальше. Не забывайте, что за нами полмира, и, внимание, Китай. И некоторая паника в дипломатических кругах и длинные языки таксистов утверждают, что Китай принял решение о переходе к реальной поддержке России в этом конфликте. Не вот это вот товары двойного назначения, и мы закупим у вас нефть и газ, а реальной поддержки, в том числе боевыми средствами. Ну, имеется в виду вооружение, военной техникой. Насколько это верно, неизвестно, но утверждаю, что таки да. Давайте сопоставим это, то, что говорят злые языки, с заявлением, вернее, с публикацией о том, что Ваны заявил крупнейший дипломат, высокопоставленный лицо, отвечающее за международную политику в Китае, заявил, что мы не можем дать России проиграть. Ну, то есть разговор был весьма на повышенных тонах, поэтому Трамп так и отреагировал. Слова «я очень-очень недоволен», Путин не собирается останавливаться. Краткая выдержка этого разговора. Мы видим сейчас, кто блефует, а кто не блефует. Мы никогда не слышали, чтобы Россия блефовала. А то, что Америка блефует, мы видим постоянно. Трамп реагирует как игрок, у которого постепенно заканчиваются карты. Он угрожает России 2
атомными лодками. Трамп приказывает разместить 2 атомные лодки в соответственных регионах. В случае, что эти заявления россиян не просто слова, слова имеют значение. И у них есть последствия. Кроме того, не только Трамп сейчас блефует вот этим всем, а весь Запад блефует вместе с ним. Все видят, что в Америке нет больше этой власти, как раньше. Это империя, которая разбрасывается ультиматумами, но ничего не может этим добиться. Они хотят наложить санкции на Китай, на Индию, на другие страны, которые поддерживают Россию, запугивая, чтобы лишить Россию помощи. Поэтому путь, по которому идет Дональд Трамп, очень опасен. У России сейчас больше торговых связей поблизости с Китаем, Индией, Бразилией и так далее и тому подобное. Так называемыми странами БРИКС, с Африкой, даже с Юго-Восточной Азией. В это время Европа стоит в стороне, как вассал, без голоса. Это настоящая лживая война. Ради чего Европа лишилась всего – экономики, статуса. Украины, крупной страны, когда все знали, что Украина никогда не выиграет. И европейские СМИ вместо того, чтобы задать вопросы, зачем все это было и почему разоряют Европу ради крупной страны, одной из самых крупных стран в мире, они показывают как бы шокирующие кадры. То, что наши СМИ показывают каждый день, это неправда. Это все постановка. Посмотрите. День траура в Киеве. 31 человек был убит прошлой ночью в результате российского удара дронами и ракетами. 159 человек получили ранения. Это подтвердил украинский президент Зеленский. Они опять продолжают говорить о России, сколько людей Россия якобы била в Украине, мирного населения, но не говорят, сколько людей убивает собственное государство. А самое главное, они говорят, это подтвердил украинский президент. Во-первых, какой президент? Просроченный президент Зеленский. Я вообще умираю в шоке. Показывая немецкому народу, который смотрит, который сидит перед экраном телевизора, какие жестокие россияне до сих пор, не говоря о всей грязи Зеленского и его приближенных, умалчивая это. 31 человек погиб сегодня ночью в Киеве. Это что, ответ Путина Трампу? Я думаю, это и ответ Путина Трампу, и плановое воздействие по целям в Киеве. А почему били? Почему убили? Да. Я скажу неприятную вещь, эти слова мне будут очень дорого стоить, но истина дороже. Россияне вообще не бьют по гражданским. Да, они свободно пренебрегают жизнями гражданских, если нужно поразить военные цели. Но целятся они практически всегда по военным целям. Мне неизвестен за всю войну ни один случай. Когда воздействуют средства ПВО и сбитые остатки, там, ракеты, шахеды падают на город, это одна причина поражения. Вторая причина – это то, что все-таки эта военная техника, она несовершенна. И когда ракета летит за 1000 километров, она всегда может промахнуться, попасть в жилой дом, попасть там куда-то еще и так далее. Бывают ошибки наведения, когда агентура что-то перепутала, там бахнули по кафе и убили кучу гражданских, а там была, там, простите, гражданская свадьба, а вовсе не 8 генералов НАТО. Но целенаправленно не работает по гражданским целям. Не что обвинить Зеленского, что он гробит свой собственный народ, они показывают в эфире военнопленных, которые обменяли, то есть россиян на украинцев, и один украинец показывает на своем животе, как россияне выжигали слова «Слава России». До чего же эта грязь далеко зашла? Проблеском надежды является то, что время от времени удается обменивать пленных. Но к радости примешивается ужас, ведь те, кто возвращается, часто тяжело травмированы пленом и пытками, как душевно, так и физически. Это должны были быть русские врачи, которые выжгли эти слова у него на животе, говорит Андрей Переверзев. Слава России, слава России. Они как раз делали перевязку. Я поднял голову и посмотрел. Я был в полном шоке. Но что поделаешь? По крайней мере, я еще жив.
В феврале 2024 года 33-летний мужчина был ранен во время ожесточенных боев на Донбассе и взят в плен российскими солдатами. Пытки начались сразу же, рассказывает он. Мои руки были связаны, глаза завязаны. Потом они сказали, это за наших парней. Они трижды ударили меня 5-литровой бутылкой воды по лицу. Я потерял сознание. Допросы с применением электрического тока, удушение водой, инсценировка казни, кастрация, увечья, убийства. Кадры и сообщения о масштабах и жестокости насилия над украинскими военнопленными ужасают. Это же самое время, когда раскрывают подноготного Зеленского и его приближенных и руководства, они это умалчивают. Но так и продолжают выставлять супер-фейки, супер-грязь на Россию. А самое главное, опять показывают Зеленского, что он говорит, это военные преступления россиян. Они показывают только одного монстра, который ежедневно убивает людей. И не показывают другого, настоящего, реального монстра с украинским паспортом. Господина Зеленского. Зашла встреча англичан и американцев, где обсуждают замену Зеленского. Неоднократно в моих видео рассказывала о том, что американцы сказали, сам не уйдет, заставим. Посмотрите видео, которое я нашла для вас по этой теме. А вот это, пожалуй, самая интересная новость подъехала. По информации службы внешней разведки России, СВР, на альпийском курорте прошла встреча, посвященная возможной замене президента Украины Владимира Зеленского. Тайную встречу организовали представители США и Великобритании. На ее пригласили главу офиса президента Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и после Украины в Лондоне Валерия Залужного. Американцы и британцы сообщили о намерении выдвинуть на пост, слушайте сейчас внимательно, президента Украины Залужного. Вы поняли, да, о ком речь идет? О Залужном. Вспомнили все его? Дальше. Ермак и Буданов приняли к сведению это решение и заручились обещанием англосаксонов сохранить за ним нынешние посты. Вот эта новость подъехала. Много в социальных сетях говорится о том, что беженцев из Украины лишат пособий. Bürgergeld, то что они перешли теперь на Bürgergeld. Друзья, это не совсем правда. И недавно глава Баварии Маркус Зюйде объявил о том, что он хочет лишить всех украинских беженцев, потому что, говорит, очень много молодых, и сколько может сидеть на шее немецкого народа и так далее и тому подобное, лишить Bürgergeld, то есть социальных выплат, социального пособия. Ну, я буквально вот сегодня актуально смотрела информацию в Германии по этому поводу. И ясно и понятно, что ничего пока не изменится. Потому что есть закон, который продлил до 2027 года помощь украинским беженцам. И один только глава Баварии Зюйде этот вопрос никогда не решит. Опять пиар показать своему народу, как он о них заботится, что, конечно, народ уже многие требуют, уже не понимают, кому вообще помогать. Бездельникам, шарлатанам, пьяцам.
Я вам гарантирую, я первая буду, которая вам сообщу об этом. Эти каналы, которые подкрывали и показывают, как они на наши деньги, показывают обзоры покупок, не стесняясь. Кроме того, недовольные, что им не хватает денег купить какие-то брендовые вещички или поехать лишний раз в отпуск. Так что все это пока что бля-бля-бля. Ничего конкретного. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Желаю вам прекрасного дня. Не забывайте ставить лайк. Это огромная поддержка моего канала. Если вы случайно зашли на мой канал, подписывайтесь. Всего самого наилучшего. Пока.